Пусть будет атом работникам, а не солдатам. Надпись на одном из зданий Припяти. Но получилось совсем иначе. Продолжая наше путешествие, мы наткнулись на набережное кафе. Вот как оно выглядело до аварии. В то время это место было очень популярным среди молодежи. Чтобы войти внутрь, нужно пройти сквозь арку из деревьев, которые выросли тут после аварии. Мы попадаем в зал для посетителей и видим красивейший витраж в стиле того времени. Если посмотреть близко, то можно увидеть, что изображение состоит из тысяч тонких кусочков стекла. Сейчас такое сложно встретить. Кто-то забыл кошелек. С другой стороны можно выйти по лестнице, в которой проросло дерево, и спуститься к водоему, где вдали причалилось отнесенное водой плавучее кафе. В десятки метров от нас мы увидели водяные автоматы, где, кинув монетку, можно было купить сладкой газировки. Этими кнопками можно было выбрать один из 3 вкусов. Вы не поверите, но тогда все пили из одного стакана, который мылся струей воды. Дальше мы попали в музыкальную школу и посетили актовый зал, посреди которого стоит фортепиано. Рядом со школой стоит кинотеатр «Прометей». Вот он до аварии. Недалеко было большое дерево, которое проросло сквозь бетон и кирпичи. Природа будто напоминает нам, кто тут хозяин. Дальше мы вышли на площадь, поросшую елями, где стоял Дом культуры «Энергетик». У заднего входа лежало множество плакатов и портретов деятелей того времени. Пройдя через огромные двери, мы попали в закулисье сцены. Потом мы наткнулись на большой магазин. Я даже не думал, что в Советском Союзе были подобия супермаркетов, где люди ходили с тележками, имея возможность выбирать товары самостоятельно. Времени оставалось мало, и мы выдвинулись по железнодорожным путям к еще более интересному месту. По пути мы увидели небольшой кран, который стал заложником выросших вокруг него деревьев. Мы держали путь на градирню 5-го энергоблока. Уже издалека она казалась огромной, но только войдя внутрь, можно было ощутить реальные масштабы этого сооружения. Внезапно мы увидели чьи-то кости. Не думаю, что они человеческие, но выглядело это жутковато. Рядом на стене было нарисовано лицо человека, смотрящего на последствия катастрофы. Градирня была предназначена для охлаждения горячей воды, поступающей с электростанции, и выглядит поистине величественно. Рядом с ней расположен пруд-охладитель, у которого такое же назначение, ведь электростанция вырабатывала невероятное количество тепла. Мы отправились к следующей точке. Это был детский сад в соседней деревне. Тропинка поросла деревьями, а вокруг валялись детские игрушки. Сложно представить, что когда-то здесь было полно детей. Они радовались и смеялись. Но сейчас тут пустота. Только заброшенные игрушки, с которыми уже никто никогда не поиграет. Здесь спали дети. Вероятно, это одно из самых жутких мест Чернобыльской зоны. Покинув это место, мы отправились в последний пункт назначения – секретный объект Чернобыль-2 или Дуга.
Это была радиолокационная станция, которая представляла из себя просто огромную антенну и несла задачу отслеживания пуска вражеских баллистических ракет. Этот объект был строго засекречен, а на картах обозначался как пионерский лагерь. При Советском Союзе очень хорошо умели хранить тайны, особенно если тайна военная. Антенна состоит из десятков вышек, несущих на себе металлические конструкции причудливой формы. Взобраться на вершину по лестнице было очень трудно, поэтому были предусмотрены специальные лифты. Сама антенна представляет из себя просто гигантское сооружение, куда больше, чем градирня. Если высота 9-этажного дома 27 метров, то высота дуги достигала 145 метров. На видео не передать, насколько масштабно это сооружение. Стоимость его постройки была значительно выше, чем стоимость самой ЧАЭС. Оно потребляло невероятное количество электроэнергии, поэтому и было построено вблизи электростанции. Наше время подходило к концу, и нужно было возвращаться, ведь в 7 часов вечера мы должны были покинуть зону отчуждения. Это было незабываемое путешествие, давшее нам с вами возможность увидеть и частично пережить когда-то происходящие здесь события.